Всем доброго дня, друзья! Как вы знаете, первую автоматическую коробку передач на свои мотоциклы начала ставить Honda, и сейчас у нее довольно обширный модельный ряд с такой трансмиссией. Однако совсем недавно проснулись и конкуренты в лице BMW, Yamaha и KTM. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы с вами взглянем на все мотоциклы без рычага сцепления, которые заявлены на продажу в 2025 году. Начнем, конечно же, с мотогиганта Honda. Впервые уникальная для мотоциклов коробка DCT была разработана японским концерном еще в 2010 году, а ее название дословно переводится как коробка передач с двойным сцеплением. Она представляет собой механическую трансмиссию с двумя независимыми электрогидравлическими сцеплениями, одно из которых отвечает за передачу момента на четные передачи, другое на нечетные. Переключение передач происходит в двух разных режимах – ручном или автоматическом. Ко всем моделям этот агрегат добавляет 10 кг дополнительного веса. Такая коробка была просто необходима знаменитому туристу Honda GL 1800 Goldwing, который кроме 10 имеет еще и подушку безопасности. Такая версия стоит сейчас в Японии 3 465 000 йен, это 22 тысячи долларов. Мотоцикл оснащается оппозитной шестеркой объемом 1833 кубических сантиметра, который выдает 126 лошадиных сил и 170 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе под 400 кг от 0 до сотни мотоцикл разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость около 200 км в час. Еще одним очень популярным мотоциклом без ручки сцепления стал Honda CRF 1100L Africa Twin, за который в Японии просят сейчас минимум 1 749 000 йен, это 11 150 долларов по нынешнему курсу. Тур-эндуро имеет 1084-кубовую рядную двойку, которая выдает 102 лошадиные силы и 112 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса с коробкой DCT 248 кг. Средний расход 4,7 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров топлива. Далее идет модель Honda NT 1100, которая с коробкой DCT имеет дополнительную буковку в названии D. Мотоцикл построен на платформе Honda Africa Twin и имеет тот же двигатель с той же мощностью 102 лошадиные силы, а вот крутящий момент составляет 111 ньютон-метров. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды, максимальная скорость 220 км в час. Снаряженная масса 249 кг. Бак вмещает 20 литров топлива. Минимальная цена в Японии 1 848 000 йен или 11 800 долларов. Точно такая же связка 1084-кубовая двойка и коробка DCT идет и на круизере Honda CMX 1100 Rebel. Правда, здесь мощность составляет 87 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 233 кг, бак вмещает 13 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает 4,5 секунды, максимальная скорость 170 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Минимальная цена на официальном сайте за мотоцикл без сцепления 1 248 500 йен, это почти 8 тысяч долларов. Ну и последним мотоциклом от Honda без сцепления идет NC750X. Кроссовер оснащается 745-кубовой рядной двойкой с наклоном цилиндров 55 градусов, который выдает 58 лошадиных сил и 69 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса с коробкой DCT 224 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 5,5 секунд, максимальная скорость 185 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,2 литра на 100 км. Цена в Японии 990 000 йен, это 6300 долларов.
Теперь переходим и к конкурентам. Баварский мотопроизводитель анонсировал свою автоматизированную коробку передач под названием ASA. Это не традиционная гидромеханическая трансмиссия, а робот, по сути та же механическая коробка передач, но с сервоприводами, которые смыкают и размыкают сцепление, а также заведуют выбором передач. Однако для ручного режима, а вернее ножного, в BMW оставили лапку переключения передач. Они поставили, как все, лепестки на левом пульте руля. Первым пока такую коробку получил BMW R1300 GS. Он оснащается 1300-кубовым двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушно-жидкостного охлаждения, который выдает 145 лошадиных сил и 149 ньютон-метров крутящего момента. При этом средний расход топлива заявлен 4,8 литра на 100 километров. Несмотря на снаряженную массу в 237 кг, R1300 GS от 0 до сотни разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость 220 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Минимальная цена за Adventure без сцепления в Германии 22 400 евро. В будущем компания планирует оснастить такой коробкой как опцией все оппозитные двигатели. Компания Yamaha еще в 2006 году представила полуавтоматическую опцию YCCS для своего туриста FJR 1300, которая сочетает в себе автоматизированное сцепление с гидравлическим приводом и позволяет переключать передачи лепестками на руле. Такой мотоцикл сейчас в Японии стоит 1 870 000 йен, это 11 900 долларов. Но в этом году компания уже представила свою автоматическую коробку под названием YAMT, что означает автоматическая механическая трансмиссия Yamaha. В отличие от DCT от Honda, коробка YAMT по сути обычная механическая, которая получила два электромеханических привода. Один соединен с обычным сцеплением, а другой соединен с помощью штока с шлицевым соединением, которое обычно используется для переключения рычага коробки передач. Первым такое решение получил Naked Yamaha MT-09. С такой доработкой он стоит в Японии 1 364 000 йен, это 8700 долларов. Передача переключается как в автоматическом, так и ручном режиме с помощью лепестков на руле. Мотоцикл оснащается рядной 888-кубовой тройкой, которая выдает 120 лошадиных сил и 93 ньютон-метра крутящего момента. От 0 до сотни МТ-09 разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость свыше 200 км в час. Снаряженная масса 196 кг. Бак вмещает 14 литров топлива. Также уже стало известно, что такую коробку в 2025 году получит и Yamaha Tracer 9. Ну и заканчивает выпуск KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025 модельного года, который получил роботизированную трансмиссию AMT. Она позволяет мотоциклу переключать передачи как в полном автоматическом режиме, так и ручном с помощью лепестков, ну или либо привычным ножным способом с помощью рычага. Новый 1350-кубовый V-Twin выдает здесь 173 лошадиные силы и 145 ньютон-метров крутящего момента. Бак вмещает 23 литра топлива, средний расход 6,7 литра на 100 километров. Ход подвески с обоих концов 200 мм. Цена за новинку пока не объявлена.